Здравствуйте, меня зовут Лариса Левинска, и сегодня я приглашаю вас на чаепитие. А чаепитие посвящено еще одной новинке летнего каталога компании «Тиардель» – чаю «Монастырский сбор». Самая ожидаемая лично для меня новинка этого летнего каталога. Как я буду вести свой рассказ об этом уникальном чае, я уже заварила, приготовила горячую воду, ни в коем случае не кипяток. Для травяного чая, вообще для любого чая используем воду температурой 95-80 градусов. Не горячее. Помещаем фильтр пакетик. Пока будем заваривать, расскажу об этом чае. Я уже рассказала, 30 литров пакетиков. Цена для клиента по каталогу 70 рублей. Это недорого при нынешних ценах на чай. Получается, что один пакетик чая обходится 2 рубля 33 копейки. А если учесть такой факт, что травяной чай можно заварить на 2 чашки, то цена еще более доступная каждой чашки чая. При этом вы получаете комплекс витаминов, минералов, полезных для вашего организма, заряд энергии и бодрости, отсутствие, полное отсутствие каких-либо химических компонентов, различных отдушек и ароматизаторов, исключительно чаи сделаны на алтайских травах, выращенных в природных районах Алтая. Экологически чистых районах. Тоже важно на сегодняшний день. Итак, что же собой представляет монастырский сбор, откуда он пошел и для чего он нужен? Монастырский сбор – это известный сбор, который собирали при монастырях, то собирательство трав и лечением занимались на Руси испокон веков. И раньше при монастырях, и сейчас существуют целые аптекарские огороды, на которых выращивали лекарственные травы. При каждом монастыре был травник, который занимался сбором трав, изучал их свойства, собирал различные бальзамы, настойки делал, травяные сборы для монахов. Вообще монастыри испокон веков на Руси были центром развития. Поэтому какие-то, если происходили у людей хвори, болезни, они все в первую очередь обращались в монастырь, к травнику за лечением. И вот непосредственно монастырский сбор, он появился на Руси еще в XVI веке. Именно в монастырях севера Руси. Поэтому вы можете заметить на этой упаковке не случайно. Монастырь, храм изображен именно в стиле севера Руси. Жизнь монахов в монастырях, она довольно скудна и однообразна. Ранние подъемы, молитвы, день, проведенный в трудах и заботах на монастырской службе, также частые лишения, посты продолжительные, по ночам ночные бдения. Поэтому для того, чтобы укрепить тело и закалить дух монахов, существует так называемый монастырский сбор. Добавлю еще, что вообще фитолечение, лечение травами, собрать сбор это не так просто, поскольку травы имеют каждая оказывает определенное воздействие на организм человека. И при незнании целебных свойств трав, как их лучше компоновать в композиции, можно нанести не пользу, но наоборот нанести вред человеку. Вернемся к нашему фиточаю, монастырский сбор. Он состоит из 7 трав. Каждая трава по-своему уникальна, я сейчас подробнее расскажу о каждой траве. Это трава зверобой. Трава зверобой, ее называют травой от 99 болезней. По преданию, передаваемой из поколения в поколение на Руси, считали, что эта трава способна изгнать нечистую силу, если она есть в доме. Также она способна вызвать бесов, если человек принимает, если человек вселяется какая-то нечистая сила в организм человека. Также в монастырский сбор входит такая трава, как девисил. Девисил переводится, соответственно, 9 сил, то есть придает силу организму, необходимую для жизнедеятельности, и помогает благотворным образом влиять на организм в целом. Также в состав чая монастырский сбор входит такая трава, как кипрей, или чаще в народе называют иван-чай. Иван-чай – это уникальная трава, и ее использовали испокон веков на Руси место в качестве чая. Монахи очень долгое время вообще не признавали черный и зеленый чай. И, в принципе, по сей день существует уверенность, что кипрей или иван-чай, он полезнее,
для нашего организма, чем черный и зеленый чай, поскольку он не содержит кофеина, он дает бодрость аналогичную этим чаям. И кипрей, он ценился на Руси наравне с золотом, наравне с медом по значимости. И могу отметить, что влияние на организм такое же оказывает очень сильное, помогает способствовать выздоровлению человеческого организма, придает силы. Не случайно на лугах после пожара первой травкой появляется именно кипрей. Ходят сушеные плоды шиповника. Шиповник – это, как мы все знаем, настоящий кладезь витаминов и минералов. Но наиболее известный факт о шиповнике – то, что он содержит витамина С в 50 раз больше, чем в лимоне. Также в состав монастырского сбора входят сушеные листья смородины. Смородина – это такой кустарник. При монастырях на Руси ее выращивали в большей части из-за целебных свойств ее листьев, ее стволов. А мы сейчас используем больше плоды, а как-то про листья забываем. Тем не менее, в листьях смородины содержится столько же полезных веществ, сколько и в плодах смородины. Смородина, она придает тонус организму человеческому, улучшает работу сердца. Поэтому, также в этом чае она придает особый аромат этому чаю. Кроме этого, в состав монастырского сбора входит листья берез. Береза – это вообще уникальное дерево, которое на Руси издавна почиталось. Некоторые до сих пор считают березу символом России. Когда рождался в доме ребенок, первым делом родители высаживали возле дома березу. Это для того, чтобы дерево охраняло дом, охраняло новорожденных, всю семью от различных напастей, от дурного глаза, чтобы беды обходили за дом сторону. А в частности, в этом чае береза, она помогает в борьбе со свободными радикалами, то есть оказывает антиоксидантное средство, замедляет процессы старения, противодействует вообще. Также в состав чая монастырский сбор входит трава душица. О траве душицы можно сказать, что она, во-первых, добавляет особый аромат, придает этому чаю, а во-вторых, это трава, которую испокон веков на Руси использовали для улучшения общего состояния человека. Если у него есть какая-либо нервозность, если он мучается бессонницей по ночам, душица помогает успокоить нервы, ввести в гармонию в душу, поднять настроение человека. И такой замечательный состав этого чая. Также хочу отдельно отметить о том, как правильно заваривать этот чай. Как мы все помним, травяные чаи, в том числе чай монастырский сбор, заливаем в фильтр-пакетик водой температурой 95-80 градусов. Ни в коем случае не кипятком. Пахнет пакетики изумительно. Жаль, что видео не передает запахи. Очень замечательный запах. При этом используем посуду глиняную, фаянсовую, керамическую, стеклянную, специально предназначенную для этих целей, но ни в коем случае не пластиковые стаканы или металлическую посуду, какие-то алюминиевые емкости. Поскольку эта посуда полностью искажает вкус чая, вы не почувствуете должного аромата, смысла такого заваривания. Вы можете потом разлить по пластиковым стаканам для дегустации, но чай должен сам заварить нормально, специально приготовленный для этой емкости. Хочу также отдельно рассказать о том, есть ли противопоказания по применению этого чая. Когда предлагаешь клиентам новый фиточай, первый вопрос, какой возникает у них: ой, а как же скажут это моему давлению? Спешу вас уверить, на давление это никак не отразится, потому что специально подобрана такая композиция трав, чтобы результат не сказывался на вашем давлении. Можно ли принимать этот чай беременным женщинам и женщинам в период лактации? Для этого надо женщине, если она хочет принимать именно этот чай во время беременности или во время кормления грудью, стоит все-таки обратиться к лечащему врачу за консультацией. Также не рекомендован этот чай для детей возрастом до 3 лет, поскольку может быть различные аллергии возникнут от трав. Еще один важный момент, как вы поняли, в состав чая монастырский сбор не входит зеленый или черный чай. Это является большим преимуществом, поскольку травяной чай, он дает нам заряд бодрости на 6 часов, при этом не содержит кофеина, то есть не вызывает скачков давления, не увеличивает нагрузку на сердце,
в отличие от того же кофе, который, или зеленого чая, как черного чая, который содержит кофеин, и энергии хватает буквально на час. По времени применения в течение суток этот чай можно использовать утром, и в обед, и вечером. Но единственное, что не рекомендую вам его принимать на ночь, поскольку вы рискуете просто на утро получить отек. Правильно используется чай, я рассказала. Давайте теперь оценим каждому выделить этот чай, который получается после заваривания. Сейчас перейду. Такого красивого янтарного цвета. Еще есть такое правило, когда завариваете фито-чай, желательно его использовать сразу же, применять, выпивать сразу же после заваривания. Потому что если вы... Замечательно. Пахнет тоже. Роскошно просто. Если вы будете заваривать чай и оставлять его на сутки, пусть даже в холодильнике, во-первых, вы теряете полезные свойства этого чая, а во-вторых, он будет набирать силу свою, будет в конечном итоге по вкусовым качествам более горьким. Я думаю, поэтому не экономьте, выпивайте сразу же свежезаваренный чай. Это все несложное правило по завариванию фито-чая. Спасибо вам за внимание. Встречайте новинку чай, фито-чай, монастырский сбор. Радуйте себя и близким замечательным продуктом компании Ценден. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи. Пока.